Одно из самых популярных мест в Тайване, которое отличается особой популярностью среди туристов — национальный парк Тарако. Особенность парка — живописные горы. Жители Тайваня решили построить в этом красивом месте гостевой домик. Любой турист, которому негде остановиться, сможет переночевать в этом домике или просто провести несколько часов для отдыха. Однажды произошла ужасающая ситуация, которая могла закончиться фатально. Женщина, которая ночевала в этом домике, вышла в парк и увидела страшную картину. У самодельной печи, сделанной из металлической бочки, неподвижно лежала собака. Животное имело истерзанный вид, передние лапки были в крови, а одной конечности вовсе не было. Далее ситуация прояснилась, животное угодило в один из капканов, расставленных на территории туристического парка. Женщина подошла к псу, он был добрым, совершенно не проявлял агрессии к незнакомке. Это был взрослый щенок, которому на вид было примерно год жизни, но не больше, а бедное животное уже успело пережить такие страдания. Женщине дали совет — попросить помощи у Шона Маккормака. Этот человек оказывает помощь животным и разрешает подобные ситуации. Туристка незамедлительно написала Шону о случившемся и прикрепила к сообщению фотографию пострадавшего пса. Как только Шон получил письмо, он сразу отправился спасать собаку. Шон посмотрел на карте местоположение гостевого домика и был неприятно удивлен. Отсутствовала прямая дорога к гостинице. Чтобы попасть туда, Шону требовалось идти через горы и труднопроходимые места. Конечно, можно было поискать какую-то обходную дорогу, но на это не было времени, ведь для спасения жизни собаки необходимо было действовать быстро. Шон попросил помощи у своего друга Роуса Твиди, который ориентировался в данной местности. Роуз помог Шону в кратчайший срок добраться туда, где находилась собака. Шон никогда не занимался пешим туризмом, но это не помешало ему прийти на помощь псу и преодолеть все преграды. Когда парни наконец-то прибыли в гостевой домик, их ожидала еще одна неприятная новость — пес пропал. Парни отправились на поиски беглеца и обнаружили пропажу под завалами старых стульев. Там сидело напуганное и раненое животное. Шон быстро завоевал доверие пса, и тот вышел к нему навстречу. Шон дал собаке имя Сэнди. Спасители сделали псу перевязку лап. Потом они укутали собаку в теплый плед, поместили в специальный рюкзак и пошли в обратном направлении. Обратная дорога была такой же сложной, те же самые труднопроходимые места и препятствия. Парни по очереди несли рюкзак, в котором находился Сэнди. Весь путь пес вел себя хорошо, спокойно сидел, не издавая ни звука. Наверняка он ощущал, что находится в надежных руках. Как только путь был пройден, Шон и Роуз отвезли Сэнди к ветеринару. Ему было необходимо ампутировать лапу, но врачи сказали, что можно установить протез. Пока Сэнди находился в клинике, для него нашлись владельцы. Люди были готовы забрать его в дом, подарить тепло и заботу. У этой истории счастливый конец, но могло быть иначе. Каждая секунда была на счету, время — главная ценность, которая была необходима для спасения жизни Сэнди, сказал Шон. Благодаря отваге Шона и Роуса, Сэнди был спасен и обрел счастье с хорошими хозяевами. Парни заслуживают уважения. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!